Здесь так хорошо, под луками. Добрый день, дорогие подписчики и гости нашего канала. Недавно столкнулись с удивительной вещью. Мы спросили 20 человек, назовите, какие вообще есть луки. И представьте себе, что никто не дал нам более-менее списка названий лука. В основном ответ был репчатый, зеленый, и это все, редко кто красный. Многие не знают, что лук помогает от многих болезней. Есть еще такая народная присказка, она из глубины веков. Лук от 7 недуг. А секрет в сложном химическом составе и уникальных свойствах нашего лучка. Лук – природный антибиотик, в него высокое содержание витамина С, а также витаминов группы В, ПП, Е, целый список полезных макро- и микроэлементов. Он еще имеет сильные антиоксидантные свойства. Мы знаем уже, что это такое. Лук разный. А вы мне скажете, да какая разница, какой он разный? Лук есть лук. Пошел, купил, кинул в салат, и вся разница. Давайте все же посмотрим. Лук репчатый обыкновенный. Бывает острый, полуострый и сладкий, как шампанское. Такая аналогия приходит: сладкое, полусладкое блюдо. Да? Самый популярный истинно народный лук, острый и полуострый, хранится намного лучше и дольше. Уверен, что такой лук находится в каждом холодильнике, из него готовят, жарят, варят, запекают, тушат, добавляют в салаты, маринуют. Лук-шалот. На кухнях мира без него не обходятся. Лук-шалот входит в состав соусов, заправок для салатов, в горячие блюда и гарниры. Маленькие луковички маринуют. Его привлекательность в деликатном, нежно-пряном вкусе и тонком аромате. Среди всех сортов шалот более сладкий, в нем меньше воды, поэтому он идеально подходит для карамелизации. Еще очень хорошее свойство, от него не плачут, как от репчатого. Круглый красный лук. Практически ничем не отличается от обычного желтого, кроме цвета. Может быть, чуть помягче и послаще. Но все же считается, что у красного лука более сложный состав, более широкий комплекс витаминов, антиоксидантов, микроэлементов и эфирных масел. Плоский красный лук. Самый приятный среди всех видов лука из-за своих лечебных и вкусовых свойств. Сочный и сладкий, настоящий уникум. Вот его желательно есть сырым, чтобы насладиться его пикантным и сладким вкусом. Самый лучший лук для салатов и сэндвичей, в нем максимальное количество антиоксидантов, что делает его максимально полезным для здоровья. Лук-порей. Благородный и более деликатный родственник лука репчатого. Самый популярный из видов лука у шефов на кухнях всего мира. В готовку идет белая часть порея. У молодых стеблей используется в сыром виде зеленый хвостик, например, салат. В этом луке много витаминов С, В1, В2, калия и каротина. Он не делает блюда откровенно луковым на вкус. В отличие от родственника, порей может быть хорошим гарниром, главным компонентом лука или начинкой для легкого вкусного пирога. И, наконец, белый лук. Самый неустойчивый к длительному хранению, зато не такой острый и ненавязчиво ароматный. Если вы не любите в блюдах слишком яркий луковичный аромат, вам очень подойдет этот сорт. В кулинарии он ведет себя как и репчатый, но не так резок, поэтому его свежим используют в салатах. Зеленый лук. Это незрелая форма, тут луковичка еще не сформировалась. Теперь о том, почему же мы плачем при готовке лука и какая защита есть. Дело все в том, что в мякоти лука ферменты и химические вещества запечатаны. Пока он целый и оболочка целая. Когда его режут, они соединяются в химической реакции друг с другом в воздухе и образуется 1-сульфенилпропан. Вот он как раз раздражает наши глазки и текут слезки. Скажу вам несколько приемов, как защитить глаза от лука. Чем меньше повреждены клеточки мякоти лука, тем меньше веществ из него будут действовать, соответственно, и будет меньше слез.
Получить такой эффект можно, если для нарезки использовать нож с острым, тонким лезвием и быстро-быстро нарезать. Еще один способ уменьшить слезы – положить его в холодильник на полчаса. Можно периодически споласкивать нож, которым орудуете, под струем холодной воды. Кстати, неутомимые и практичные японцы радикально решили проблему слез. В 2016 году они вывели особый сорт, это сорт лука, не выделяет веществ для слез. Они назвали его со всей японской романтичностью «улыбающийся шар». Правда, на селекцию этого нового сорта ученым из Японии пришлось потратить 20 лет. На первый взгляд лук копирует яблоко и даже имеет сладковатый вкус. На сегодня все, но продолжение следует. Берегите себя и свое здоровье. Все будет хорошо.